coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, и да, вы уже правильно поняли по этому просто шикарному черно-белой картинке, что мы опять вернулись в Зайчик. Я решил, записать дополнительные выборы. Я давно хотел, и только сейчас все-таки решил это сделать. А то, чё бы ни было. Зайчика никогда не бывает мало, да и так я даже готов перепройти, полностью третий и второй, вообще все эпизоды готов перепройти, если что. Если хотите, я реально сделаю, может, в комментариях опрос, хотите вы этого или нет. Ну и... Хотя, посмотрим. Давайте сейчас будем мы смотреть на альтернативные выборы. Сейчас мы это все промотаем, так как мы уже близко. Сейчас пройдем вот эту штуку. Час, причин пока нет. Ждем. Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего одноклассника. Мы все уверены, что он найдется живым и здоровым. Так. Теперь поговорим о диких животных. Как известно, в наших лицах водятся волки, медведи. Это мы уже все видели. Рекомендую, если так уж можно пропиарить, все прохождение Танибани посмотрите, рекомендую. Так как большинство вещей, все это я пропущу. Во! Тихо, ё-моё, я дурак. Сейчас я кое-что решу. Наконец-таки я вернулся. Продолжаем. Рассказать. Давай. Я отклеил ладонь от столешницы. Его надо предупредить, хотя бы ради Оли. Ради ее безопасности в доме у скрипучих сосен. Я поднял руку, тяжелую, как гиря. Простите. Простите. Ой. Хрена себе синхронно. Роботы, блин. 2 десятка голов повернулись ко мне. Учительница, лейтенант, Полина. Катя толкнула локтем соседа. Заспанный Бяша вытянул шею. Вопросительно нахмурился Ромка. Я слушаю. Я слушаю. Меня будто изучали, положив под микроскоп. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. Одноклассники зашептались. Тихонов нахмурился, глубокая морщина расчертила его лоб. Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Он же в поселке без году неделя. Он же в поселке без года неделя. Ха. Дети захмыкали, злобно ощурилась Катя. Спокойствие. Спокойствие. Антон, а сможешь детальнее описать? Антон, а сможешь детальнее описать? Меня осенило. Я не только могу описать, а еще... Я нарисовать могу. Я нарисовать могу. Я рисую немного. Я рисую немного. Выплюнув это признание, я ожидал, что класс взорвется гоготом, но никто не засмеялся, даже Катя. Полина заинтересованно смотрела, склонив голову. Внимание одноклассников польстило мне, и, осмелев, я спросил. Нарисовать? Нарисовать? Тихонов медленно кивнул. Лилия Павловна, мы тут проведем следственный эксперимент, а? Лилия Павловна, мы тут проведем следственный эксперимент. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я вынул ручку, разглядев альбомный листок. Так, одноклассники вытаращились на меня в предвкушении. Полина улыбнулась, и улыбка эта была мне наградой за проявленную смелость. Ну что, Ван Гог, рисуй. Ну что, Ван Гог, рисуй. И рисовать мы будем не Алису, а именно того чувака. Начнем давайте с носа, так как он запоминающийся. Я этот нос теперь всегда на жизнь запомню. Это чертов нос с этим пластырем. Заячью губу смотрим. А вот это нам нужно. Ну как хотите, давайте я нарисую вам эту маску. Да, давайте я маску вам подготовлю.
Но, разумеется, отдавать его не будем. О, это Алиса, но мы ее не будем выдавать, так как я до сих пор не уверен, что это Галюн, а тот чувак точно не является им, так как рядом еще были Бяша и все остальные. Давайте сейчас быстренько лысина, и осталось глаза. Вот он. Отдать. Вот оно. Это резкое, холодное, будто высеченное из камня лицо. С острым, как бритва, прищуром. Я неуверенно протянул готовый рисунок милиционеру. Вот, примерно так. Вот, примерно так. Примерно? Примерно? Да ведь он один в один тот тип. Да он ведь один в один тот тип. Тут должна высветиться достижение Ван Гог. Оно бы высветилось сейчас, если бы дебильная запись не сдохла и я не потерял ее. Даже маленькое видео записать не могу, блин. Так вы его тоже видели? Так вы его тоже видели? Заячью губу. Видел недавно возле поселка. Заячью губу? Видел недавно возле поселка. Думал, он проездом. Давно подался дальше гастролировать. Думал, он проездом. Давно подался дальше гастролировать. А он, выходит, здесь отирается. А он выходит здесь А выходит, он здесь отирается. Тьфу. А он выходит здесь отирается. А еще он рядом со школой стоял и в лесу вечером. А еще он рядом со школой стоял и в лесу вечером. Тихонов посмотрел на меня так, будто увидел впервые. Ну, пацан. Ну, молодец. Уже хоть какая-то зацепка. Блин, а мне кажется, это выход на хорошую концовку. Даже если Алиса не является нашим бредом, или если она является и убийца, это чертов чувак с заячьей губой, то это вообще, блин, выход на хорошую концовку, так как теперь полицейский сможет его легко найти по фотороботу. А если даже и в этом замешана чертовщина, зато мы перестраховались и уважение получили у Тихонова и у всех остальных. Ну, пацан, ну молодец, уж хоть какая-то зацепка. И хлопнув меня по плечу, он затопал к дверям. Замер, затем окликнул. Талантливый ты парень. Талантливый ты парень. Тебя в Академию художеств с руками оторвут. Тебя в Академии художеств с руками оторвут. Он ушел. Зазвенел звонок. Лилия Павловна прошла, смерив меня заинтересованным взглядом. Ученики притихли разом, словно на пульте убавили звук. Они следили, как я иду по проходу, и что-то сменилось в их взглядах. Даже в Катином произошли перемены. Я отчетливо вспомнил, как однажды папа заступился за ветерана в автобусе, приструнив пьяных хулиганов. Пассажиры смотрели на него так же, с уважением. Сходив в туалет и умывшись ледяной водой, я вернулся в класс. Но не успел переступить порог, как кто-то радостно окликнул меня по имени. На, держи! Это была Катина соседка по парте. Улыбнувшись, она протянула мне конфетку. Она угостила меня конфеткой Skittles. Блин. Спасибо. Пробубнил слова благодарности и машинально проглотил дрожже. Точно это была мамина таблетка. Блин, а это реально крутой конец, честно говоря. Блин, мне хочется теперь поменять прохождение и заменить его на это. Просто слишком это приятно видеть это. Знаете, а почему бы и нет? Ну, посмотрим, я подумаю. Но все-таки все равно это приятно видеть вот такое вот оживление, как мы из зайца, который всегда озирался, становимся местным. Сбоку раздался радостный возглас. Антон, а меня нарисуешь? Антон, а меня нарисуешь? Антон, и меня! Можно я? Можно я? И меня, можно я, можно я? Кричали уже со всех сторон, и от неловкости я прижался к стенке Саттлса. А ты сам научился? А ты сам научился? Можешь Ван Дамма нарисовать? Я дома как плакат повешу. Можешь Ван Дамма нарисовать? Я дома как плакат повешу. Я вообще-то первая спросила. О, гадюка подала голос. Эй, я вообще-то первая спросила.
Катя подползла, словно гадюка. Незаметно, блин, он реально ее как гадюка обозвал. Ну просто серьезно, гадюка и есть гадюка. Незаметно воскликнув. Ладно, да, я видел это. Незаметно вклинившись между мной и одноклассниками. Антон меня уже обещал нарисовать по дружбе. Антон меня уже обещал нарисовать по дружбе. Да-да-да. Да-да-да. Правда же, Антон? Правда же, Антон? Блин, вы послушайте интонацию, даже если вклиниться. Какая она сладкая такая, прям, как у лисички, так она прям ласково, как будто у вороны хочет сыр отобрать. У нас как будто ворона с сыром во рту, а она лисичка. Начала там ласково так говорить, блин. Конечно, как только мы, блин, заимели хоть какое-то уважение у остальных, она сразу же в друзья к нам заделалась. Как же пронеслось у меня в голове. Только я на что-то сгодился, так сразу ушла Катя. Так сразу ушлая Катя стала набиваться ко мне в друзья. Прости, но я уже обещал другой. Прости, но я уже обещал другой. О да, мы знаем, кого мы нарисуем. Было видно, как дрогнуло Катя на лицо, но она молчаливо проглотила мой ответ. Я поспешил протиснуться сквозь радостно гальдящих ребят, ища Полину. Я наткнулся на своих новых товарищей. Ромка и Бяша караулили у расписания. Так давайте посмотрим Я в тебе не ошибся, Тошек. Блин, а они до сих пор рады. Получается, это не имело значения, мы не сдали их по поводу именно того, что было на пустыре. Рекомендую, опять же таки, посмотреть предыдущие серии, весь второй сезон и первый, второй там, и этот третий эпизод включительно, чтобы понимать, что происходит. Я в тебе не ошибся, Тошек, ну ладно. Пацан, не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Ну давайте я уже на паузу поставлю. И мы вернемся уже пойдем к следующему моменту, потому что чё бы нет. Здрасте, давайте еще поиграем в камень, ножницы, бумага. Давайте в бумагу. Ой. Что он дальше будет? Может, ножницы? Блин. Красавчик! Чё ты? Играем. Нет, сдаваться я не намерен. Собака, чего думал? 2 раза он точно этого не сделает, задавай. Блин! Собака! Блин, просрать, что ли? Я что, просрать должен? На! Раз проиграл. Давай опять. Блин, сейчас... Ой, фуф. Хорошо, что я не выбрал этот. Сейчас камень... А, нет. Давайте ему, может, камень выберет. Блин, хитрюга. Я вот боюсь, что он сейчас камень, блин, выпустит. А, нет. Блин, это прям противостояние века. Блин, фуф. Блин, что за противостояние века? О! Блин, а теперь это прям жесткое противостояние. Одна ошибка. Подожди, что он выбрал? У него была бумага. Он сейчас может может камень кинуть. Или бумагу. Нет, давай попробуем камень. О! Так, теперь он может либо ножницы, либо бумагу. Давай попробуем ножницы. Ядрить! Мы просрали. Так, секунду, извиняюсь, что отшел. Тут высветится достижение лопух. Ну, просто сообщи, сейчас я переиграю, и мы вернемся. Так, товарищи, мы на месте. Выбираем мы Полину в этот раз. Посмотрим, что будет. Полина. Разумеется, Полинка. Как говорится, пойдем по любви, нафиг этого Ромку все-таки. Полина? Полина. Да? Да. Я хочу тебе кое в чем признаться. Я хочу тебе кое в чем признаться. Ромка попросил меня об одной услуге. Ромка попросил меня об одной услуге. Слова вязли во рту, ускользали. От напряжения я стал накручивать завитой провод на палец. Алло, Антош, я тебя плохо слышу. Алло, Антош, я тебя плохо слышу. Я громко выдохнул. Ромка сделал из меня маньяка.
Ромка сделал из меня маньяка. В трубке повисло гудящее молчание. Что? Ха! Что? Он попросил меня напасть на тебя. Он попросил меня напасть на тебя. Как будто я какой-то монстр. Как будто я какой-то монстр. А он бы тут же объявился и героически тебя спас. Алло, Полин? Алло, Полин. Да и, честно говоря, вариант с Полиной, вот выскажу мнение, все равно он не такой большой. Честно говоря, это выгодно, ведь мы можем все равно там дальше отыграть эту сценку с похищением. А Полина может на именно автомате отыграть, как будто она просто просекла, что это все подстанова. Ведь, я 100% уверен, что именно попытка отыграть именно спасение Полины будет такой же смешной отчасти. Как была и подготовка, когда я ржал, как умалишенный. Ой. Да и Полина может притвориться, что знала, просто поняла, что это постанова. А на нас никаких обвинений не будет. Нас просто обвинить будет не в чем. И мы не потеряем именно Ромку и не потеряем именно Полину. И Полине докажем свою преданность. Она молчала, так что я подул в трубку. И ты согласился? Ее голос стал серьезным, более жестким. Нет, как ты могла подумать? Нет, как ты могла подумать? Я ведь сказал тебе правду. А Ромка с Бяшей, после такого они мне больше не товарищи. После такого они мне больше не товарищи. Да и, честно говоря, мне как-то не очень хочется союзничать с кучкой гопарей. Все-таки, как-то это так не очень. Я буду надеяться, все-таки получится как-то отыграть именно и рыбку съесть, и на кол съесть. Все вместе. Ну, а если нет, то мы хотя бы рыбку получим. Конечно, придется на кол съесть, потому что мы получим двух враждебных индивидов. Ну да ладно. Ну просто потому что в союзничестве с Ромкой тоже есть плюс. Они знают про эту легенду довольно много. И сам Бяша в этом чертовом именно сарае был, точнее гараже черном. И хрен знает, может он мог бы рассказать нам, что будет. Но это будет все в 4-м эпизоде, а его еще ждать, как минимум год, Ну ладно. Ах, Антон, спасибо. Я так рада, что ты со мной. Сердце заколотилось быстрее. Волнение потерять Полину передало эстафету эстафету трепету встречи. Понимаю, как тебе было нелегко рассказать такое. Слушай, дедушка всегда говорил, что музыка лечит душу. Хочешь, я тебе сыграю? Где? В школе? И сейчас. Где? В школе? Нет же, после школы. Придешь завтра ко мне в гости? Не веря в услышанное, я обронил карандаш. Ой. Когда бросился вытаскивать его из-под тумбочки, что есть силы, треснулся о нее лбом. Конечно. Почему бы и нет? Тогда завтра после уроков, хорошо? На макушке медленно надулась шишка, но я ее почти не чувствовал. Не давая ответить, раздался дверной звонок. Мой блуждающий взгляд ткнулся в дверь. Это Ромка с Бяшей пришли репетировать, а я должен помочь им увести девочку, которая мне нравится. Придется сделать вид, что я с ними ради Полины. Полин, подожди минутку.
Сделав пару шагов, я прижался к дверному полотну. Горящая снаружи лампочка озаряла крыльцо, и в замерзшем глазке различались два невысоких темных силуэта. Явились, не запылились. Подождите, я сейчас! Подождите, я сейчас. Вернувшись к телефону, я поднял трубку. Мне надо бежать. Мне надо бежать. Мне тоже. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Спасибо, что выслушал. Гудки завибрировали в ухо. Опустив трубку на рычаг и покосился на лестницу. Мама увлеченная сериалом, не заметила трель. Никого не предупредив, я натянул обувь и шапку, а затем выскользнул в темноту зимнего вечера. Ну, будем заканчивать. Ну что ж, неплохо. Посмотрели дополнительные выборы, я снова получил это прям теплое чувство, не знаю. У меня всегда, когда я играю в эту игру, прям теплое чувство на груди. И знаете, может мне, опять же таки, я все-таки сделаю в комментариях небольшой опросик, переиграть ли мне всю главу вообще нафиг заново. Хотите вы этого или нет? Ну, сделайте переигровку, хотя это маловероятно, потому что все-таки не хочется все это снова перепроходить. Ну да ладно. Просто мне не хочется узнать об этом. Вот. Ну, еще по поводу, как вы бы поступили. Все-таки решили бы с Полиной про отношения продолжать, или все-таки поддержали Ромку с Бяшей. Но мне все больше хочется именно поддержать Полину. Все-таки выбрать Полину, чем этих двоих. Ну ладно. Заглядывайте в описание, пишите комментарии там с предложением, конструктивной критикой, предложением именно новых игр или мнения просто высказывайте, буду рад всем ответить и поговорить. Ставьте лайк, если понравилось, жмите на кнопочку подписаться и на колокольчик. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И с вами я, конечно же, не прощаюсь.